привет! Вы на канале Мастер Ганс Онлайн. Это я, Мистер Ганс. Сегодня, как и говорил в прошлом видео, затронем по-быстрому тринкеты. После уже перейдем к другому, потому что тринкеты это рассказывать недолго. И, в принципе, тут и так все понятно. Тринкеты у нас трех видов бывают. Это на ХП, на атаку и на критический резист. ХП у нас чем замечательно эти тринкеты, это дополнительные статы, помимо гемов, которые я рассказывал в прошлом видео. У нас дополнительный буст идет моно этими тринкетами. То есть помимо основного стата, то есть у нас, допустим, агрессоры, им дополнительно даются хп, атакеры, дополнительно дается атака. И крит резист тоже как просто такая вещь, которая не дает критовать на какой-то процент моно. Так, у каждого тринкета есть три дополнительных стата. Сейчас вот. У всех эти статы одинаковые на всех тринкетах. То есть, если вы видите хп, то здесь будет первый деф, второй recoverity и третий это будет крит резист на любом. То есть любого берем, на любом будет одинаково все. Так что тут как бы вы не меняли это, у вас ничего не поменяется. Единственное, что у вас поменяется, это, во-первых, от количества звезд самого тринкета у вас поменяется циферка самого основного стата. И также поменяется количество процентов или же цифровых именно здесь. В атаке у нас крит дамаг, резист и тоже recoverity. Ничего другого там тоже не будет. И в крит резисте у нас дифференс, атака и хп. То есть поэтому в принципе все. Единственное, что еще можно сказать, что тринкеты бывают разные. Они получаются путем фьюжна здесь. То есть также здесь хп, атака и крит резист. Здесь показано, какую звезду мы получим. Ну, вначале мы выбираем, какой мы вообще хотим тринкет. В дальнейшем мы выбираем, от скольки до скольки мы хотим его. То есть от 1 до 3 звезд, от 2 до 4 или от 3 до 5. С помощью этого мы увеличиваем, то есть на одну звезду наш шанс любого тринкета. Это у нас просто шансы выпадения, и в принципе можете на них не зацикливаться, они вам какого-то невероятного буста к удаче не дадут, так что даже можете их и не брать. Вот это в принципе неплохая вещь, но тоже как бы они очень редко получаемые, поэтому их сложно получать. Получаются они у нас, сейчас покажу где. Востромон ассоциация. У вас открывается выделяйка иконка, вы выбираете на локации моно, сейчас я отменю. Вот. Вы можете на 2 часа, на 4 или на 8 активировать 5 монов, любых абсолютно. Ставите их. Я, допустим, всегда на 8 ставлю, потому что они больше как бы насобирают по шансам. Больше всего. Ну, если у кого-то позволяет время заходить каждые 2 часа, я просто ставлю на 8, не забываю про это. Каждые 8 часов захожу и забираю. То есть нажимаем тратится 5 энергии, и все, и бежит лисичка. Через 8 часов мы можем спокойно заходить и забирать все. Всего таких 5 штучек. И из этого всего здесь написано, какой шанс того, что вам выпадет то или иной предмет, именно который позволит нам получить именно тринкеты, именно фьюзить их уже здесь непосредственно. Ну, то есть как бы лоу, хит и экстрим. Ну и дополнительно могут выпасть эти и еще какие-то. Их можно покупать, да, но я не советую. Это просто бесполезно. Ну по тринкетам в принципе все, как бы тут единственное еще хотелось бы сказать, что когда вы сейчас позовем, вот смотрите, здесь есть, получается, разные виды
есть вот такой вот светящийся, это хороший. И есть вот такие вот, которые оставшиеся. Они уже не очень. То есть, когда мы планируем ставить тринкеты, мы не ставим вот такие. Мы ставим всегда светящиеся, потому что у них всегда больше этот именно процент. То есть, допустим, в трехзвездочном здесь 3%, здесь как бы 6%. Ну, сами видите разницу. И то же самое и здесь, как бы на трехзвездочном 2100, на четырехзвездочном 2, как бы на четырехзвездочном 2800, на четырехзвездочном 2. Поэтому еще не надо здесь думать, это вот я просто со своим перфекционизмом здесь пытаюсь ставить именно все красное там, или какое одноцветное. То есть здесь это ни на что не влияет, можете ставить свободно разные цвета, это на ваше усмотрение, просто так нравится, так красиво. Все, по тринке там все. Хотел бы еще в это видео затронуть такую вещь, как суперэволюция. Это, конечно, для новичков очень рано об этом задумываться, об этих суперэволюциях. Но все же у нас на данный момент существует сколько? 14 монов для суперэволюции. Они все разных звезд и разного характера. Чтобы получить моно, нам нужно 30 камней суперэволюции. Почему я добавляю это в начальные видео именно это? Потому что многие там, кто у меня спрашивали, как играть, там, как чем зацикливаться на чем и все такое прочее, они не могли получить ни одну суперэволюцию левела там до 40 вплоть. И все это по простому незнанию, как бы. Вот эти вот все, ну то есть, как у нас получается один камень. У нас камни даются либо же на клановом фестивале, когда мы призываем за 600, как я уже рассказывал или не рассказывал, я уже не помню. Мы призываем за 600 и получаем, здесь у нас скоро будет клан фестиваль, здесь будут подарочки от клана, которые, то есть вы призываете, ваши сокланы призывают. Я в первом видео, да, об этом рассказывал. И вы все получаете эти подарки. Из этих подарков как раз таки могут выпадать рандомным образом материалы и все остальное. И как раз таки камни там тоже выпадают. То есть играете вы там, допустим, до 30 левела, последовали моему совету, вступили в кланы в начальных уровнях, в хорошие, в котором много людей призывают и получают эти подарки. Вам повыпадало там, допустим, 5 таких, там 6 таких, там 2 таких, там, не знаю, 10, 20 таких. Там. Вы даже не будете обращать на это внимание, потому что, чтобы как бы сделать суперэволюцию моно, нужно сначала его докачать до 6 звезд и сделать его третьей эволюцией. Естественно, прокачать до 60 левела. Вот. И после этого уже понадобится 30 таких вот камушков. И еще в зависимости от того, это элементовый мон, то есть огонь, вода или трава, или же с элементами, это либо святость и тьма. За святость и тьму, вот видите, мы здесь видим стоимость, то есть за огонь, там, воду мы платим 1 000 000, там, а уже за святость мы платим 3 миллиона. Это сделано, не знаю почему, так, наверное, просто чтобы как-то разнообразиться. Вот. То есть эти камушки мы получаем с кланфеста. И еще такой момент, когда мы проходим локацию, там очень многие гриндят их очень долго, там, допустим, когда экзотики выпадают, там, или еще какие-нибудь ивенты идут. Многие там по 10 000 энергии тратят, там у новичков вообще полную энергию, они могут зависать на них локациях. Тут даже указаны локации, если вы можете посмотреть. И на любую можно зайти, и вы будете с каким-то определенным шансом получать этот элемент, этот материал. В процессе, так скажу сразу, я когда начинал играть, ее ввели, я даже не задумывался о ней. Это было давно уже, конечно, но
у меня получилось так, что у меня материалов было, ну, просто невероятное количество. И я просто заходил каждый день, классом и просто по одному камню спокойно забирал, даже не фармил. То есть, по сути, как это фармится? Вы заходите на локацию, отправляетесь туда, фармите, нафармите 50, переходите на следующую, фармите также. И все, когда набираются, здесь будет открываться ячейка. Вы ее нажимаете, и у вас 24 часа на то, чтобы создать этот камень. Есть, конечно, ускорение за рекламу, которое в 2 раза, ну, ее можно 3 раза юзнуть, и получится, что у вас в 3 раза, то есть 24 часа 12 часов, 12 часов 6 часов, 6 часов 3 часа. То есть там буквально за там, 3-4 часа вы получаете один камень. То есть, в принципе, в день можно юзать сразу 2 камня. Если вы там нереальный фармер и все остальное, у вас много этих материалов, то, в принципе, это можно все сделать. Почему я еще раз говорю, я затронул это в начальных видео, потому что есть такая вещь, как ну, продажа этих. То есть многие новички страдают нехваткой голды, когда там камни апгрейдят, там монов эволюционировать, там и все прочее такое. То есть я недавно увидел такую интересную вещь, когда люди берут просто и берут так вот просто и продают там, не понимая зачем. Или же еще смешнее, когда они заходят, допустим, в улучшение корабля и апгрейдуют там, ладно, фрукты съесть, там, типа, ну, вот так вот апгрейдить, типа, еще и сливают их сначала там, чтобы получить голду, и потом слить их здесь. Не надо так делать, эти бонусы не стоят того, чтобы сливать вот эти материалы, они получаются ну, путем очень долгого гринда на локациях. Супер эволюция Мона позволяет как бы неплохие статы, и в дальнейшем, когда вам будет особенно не хватать на апгрейды света и тьмы, вы очень сильно задумаетесь, зачем продавать вообще, для чего вот эти материалы. Это очень сильно упнется и даже может послужить тому, что вы просто, ну, если не психанете, не уберете всех монов, то забьете на игру там на ближайшие месяцы точно, пока не знаю, своим каким-то волшебным образом не появится. Ну, в принципе, это тоже все, что касается суперэволюции. Так, немного засунул сюда и тринкеты, и суперэволюцию, потому что как бы тоже две таких интересных темы, когда тоже материалы, что там, что здесь, очень полезные. Здесь, правда, тоже я недавно увидел, что можно продавать их. Но я надеюсь, что я не покажу для новичков такую вещь, как зарабатывание голды путем продавания полезных материалов. То есть это наоборот, как бы я вам показываю, где это продавать, чтобы вы на всякий случай это не продали. Так, ну я думаю, в принципе, на сейчас можно заканчивать. Так что увидимся в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока активность не шибко большая, но в дальнейшем, когда уже начнется что-то более для прохождения, там, допустим, каких-то башни или данжи каких-то, которые тот же колосс, уже как бы новички тоже на него частенько, когда открывают, хотят уже его замочить. Ну, там все, в принципе, тоже расскажется. Все, всем спасибо, всем пока.